Если ты не знаешь, во что поиграть вместе со своими друзьями, тогда ты попал на правильный ролик. И всем привет, братюни и сестрюни. Меня зовут, как всегда, Лайк. Ставь лайк, если любишь играть с друзьями. Посмотрим, сколько нас. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чайку. Ну а перед началом ролика, мне кажется, что все привыкли к РМП и сампу. Но сейчас я покажу реально новую игру в жанре РП. One State. Это первая отдельная РП игра, где все сделано с нуля на своем движке. Игра реально отличается от всех игр такого жанра тем, что тут очень много разных возможностей. Огромная карта для исследований, на которой расположено несколько городов с самой разной местностью. Играйте, исследуйте и катайтесь с тысячами других игроков по всему миру с полной свободой действий, без каких-либо ограничений. И еще тут имеется голосовой чат для общения с игроками. Прижмитесь к обочине. Захожу на таран. 5-й. Он ваш. Принял. Центр. Подозреваемый прорвался. Также есть возможность выбрать тачку на любой вкус. Все автомобили можно тюнинговать. Да и к тому же в игре можно строить карьеру, например, развивать свой бизнес или почувствовать атмосферу работы таксистом и дальнобойщиком. Игра сделана с нуля. В ней совершенно новый уровень физики и графики. One State есть как на Android, так и на iOS. Можно спокойно играть с друзьями с разных устройств. Она совершенно бесплатная, а также без надоедливой рекламы, как в остальных играх. Скачивать One State по ссылке в описании уже сейчас. Будем вместе играть. Для первых 100 игроков я оставлю свой промокод в подарок. Поспеши скорее забрать. Это у нас легендарная вселенная супергероев. Вас ждут невероятные сражения с разными персонажами вселенной Marvel. Для начала стоит отметить, что это моба, поэтому сражения тут будут проходить 5 на 5, в которых мы сможем управлять разными героями этой франшизы. Например, Тором, Дэдпулом, Локи, Халком, Железным Человеком, ну и так далее. Цель — это уничтожить базу вашего соперника и не позволить вашему врагу сделать это с вашей, используя разные атаки, в том числе особые способности ваших героев. Эти специальные способности будут увеличиваться с каждым уровнем, и мы сможем приобретать более лучшее снаряжение и улучшать нашего героя. При этом командный дух никто не отменял. Можно будет позвать своих друзей, создать команду мечты, используя персонажей. Это могут быть как и положительные герои, так и злодеи вселенского масштаба. В целом, кто соскучился по прикольным моба-играм, очень советую поиграть. Эта игрушка позволит вам по-настоящему насладиться захватывающими гонками, дрифтом и тюнингом самых топовых авто. Соберите целый автопарк, гоняйте вместе с друзьями и занимайте первые места в гонках. В игре представлено несколько игровых режимов, среди которых можно покататься по открытому миру, что позволит вам исследовать просторы города, соревноваться с друзьями, общаться и свободно разъезжать по карте. В режиме школы вождения вы сможете проходить специально подготовленные испытания и получать особые награды. Режим проверки умений позволяет соревноваться с другими игроками на сумасшедших трассах. Каждый автомобиль имеет свои уникальные характеристики, влияющие на управление и поведение на дороге. При этом любое авто можно тюнинговать. Здесь представлен широкий арсенал настроек и множество возможностей для кастомизации. К особенностям игры можно отнести несколько игровых режимов, открытый мир для исследования и отличная графика. Привет, Лай. Передай мне, пожалуйста, привет. Всегда пожалуйста. Анвар, привет тебе. Объединяйтесь с другими игроками и бросайтесь в бой. Вы сможете выбрать между разными персонажами, у каждого из которых свой стиль, который будет определять стратегию каждой игры, что является ключом в перестрелках. При этом вы сможете сформировать свой отряд вместе с друзьями. Игра является отличным портом с ПК для наших мобилок. К особенностям можно отнести очень динамичная королевская битва, разные персонажи, каждый из которых обладает уникальными характеристиками и способностями, и возможность объединиться с другими игроками и комбинируя навыки, чтобы попытаться остаться единственной выжившей командой. Если вдруг ты пропустил и не играл, то советую как минимум взглянуть на этот реально крутой шутер. Это
прикольная игра, в которой вы раскроете преступление. Механика похожа на Among Us, на которой она явно основывалась, с той лишь разницей, что экипаж корабля заменен на головастых животных. В одной игре участвует до 9 игроков, где случайным образом один из них принимает роль убийцы. Он должен будет как можно незаметнее прибить всех остальных игроков и постараться не быть пойманным с поличным. Остальным, в свою очередь, нужно выполнять небольшие задания в виде головоломок и мини-игр. Например, предстоит зажечь свечи, найти отпечатки пальцев на коже, собирать пазлы, соединять трубы и многое другое. Если во время игры вы найдете тело вашего товарища, срочно собирайте совещание, где вы сможете обсудить, кто это мог быть. А во время совещания все могут общаться между собой при помощи голосового чата, что позволяет гораздо быстрее выяснить все обстоятельства. В целом довольно прикольная игрушка, где вам придется проявить свое мастерство в скрытности или дедуктивные способности расследователя. Это динамичный шутан, в котором вам предстоит принять участие в сражениях на арене в командах 3 на 3. Только в отличие от классических шутеров, здесь вы сможете выбрать из нескольких героев, отличающихся не только вооружением, но и разными способностями и классами, от чего предстоит продумывать заранее как состав команды, так и тактику боя. Игрушка напоминает ту же Overwatch. Конечно же, персонажей получится кастомизировать и прокачивать, что увеличит вашу эффективность. Локаций в игре несколько. К особенностям игры можно отнести несколько игровых персонажей с разными ролями в бою, возможность собрать свою команду с друзьями и различные игровые режимы. Это игрушка с уникальной механикой сражений. Окунитесь в огромный мир, где ведутся нескончаемые бои за свободу и справедливость. Для начала потребуется выбрать для себя персонажа и наиболее подходящий класс, например, воин, рыцарь или ассасин. Все они обладают отличительными характеристиками и стилем ведения боя. Рыцари больше рассчитывают на тяжелую броню и мастерство фехтования, в то время как ловкие ассасины предпочитают наносить быстрые и неожиданные удары. Бои проходят в основном 1 на 1 против самых разных соперников, где побеждает более прокачанный и умелый боец. По мере прохождения добывайте или создавайте для вашего героя все более мощные доспехи и оружие. В игре есть 3 режима, где вам придется путешествовать в одиночной кампании по разным картам и выполнять немало заданий, а также можно будет проверить свои возможности в онлайн-режиме, участвуя в боях против реальных игроков. Мне понравилось, поэтому советую поиграть. Крутой шутер от третьего лица. Главные действующие лица – это грабители. Всего в игре более 70 миссий с самыми разными заданиями. На первых порах они будут легкими, но постепенно сложности и риски фиаско будут возрастать. Однако вместе с тем и награда будет больше. Впоследствии можно будет поиграть с друзьями онлайн, как битва 1 на 1 или же выполнение миссий вместе. А возможности кастомизации приятно удивляют. Более 40 видов оружия, каждый из которых можно модернизировать, а также множество классных прикидов для каждого члена банды. Это прикольные гонки и онлайн-соревнованиями с реальными игроками. Отправляйтесь покорять этот открытый мир. В игре масштабная коллекция самого разного транспорта. Спорткары, монстр-траки, автобусы, грузовики и даже танки. Приобретайте авто, выбирайте режим и начинайте настоящие гонки. Вы сможете поучаствовать в 10 увлекательных событиях. Уничтожайте огромный пляжный мяч или почувствуйте себя полицейским в погоне за грабителями. Выполняйте крутые трюки, разгоняйтесь до небывалых скоростей, обгоняйте своих соперников. Перед заездом каждый автомобиль из вашей коллекции можно будет прокачивать, и даже можно будет выбрать свой номерной знак. Это приключение, которое зайдет фанатам Grounded. По сюжету ученые провели эксперимент, который привел к уменьшению главных героев. В итоге они попадают на поле, где кругом одна трава, где надо скрываться от пауков и летать на одуванчиках. Большинство существ, с которыми вы столкнетесь, вам нужно остерегаться, но при этом при всем вы сможете приручить насекомых, таких как муравьи, делать оружие и доспехи, а также сражаться со злыми существами вместе со своими друзьями. Игрушка выглядит очень атмосферно. Скачать и поиграть можно будет у меня в телеграм-канале. Ссылочка будет, как всегда, в описании.
В этом шутере все против всех, с сардельками в главной роли. Мы будем делать то, что мы обычно делаем в подобных шутерах, а именно бегать, водить транспортное средство и даже в виде динозавра, прыгать и, конечно, стрелять. Перемещайтесь по игровому полю, стреляйте и уничтожайте вражин. Используйте мощное оружие, винтовки, дробовики, пулеметы, ну и множество другого снаряжения, даже киберпанковского. Игра отлично подойдет тем, кто любит эпичные королевские битвы, разбив серьезные сражения по-настоящему веселым геймплеем и мультяшная рисовка персонажей. Если вы немного устали от серьезных шутеров, то эта игра вам точно понравится. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас можешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Это шутер, напоминающий CSGO, ну или Valorant. Выглядит очень интересно, поэтому ждем. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, а также можешь посмотреть вот эти крутые топы. И всем пока-пока.